Осенью 1941 года, после массированного наступления фашистской Германии на Советский Союз, Адольф Гитлер принимает решение приблизить свою ставку к наступающим войскам и организовывает новую ставку в Винницкой области под названием Вервольф. Вервольф находится 6 километров от Винницы. Очень удобное расположение. Рядом аэропорт, рядом коммуникации, рядом железная дорога. Сюда же провели, кстати, тоже одну из веток железных дорог. И в октябре 1941 года начинается строительство грандиозного сооружения с грандиозно огромной территорией в 40 гектаров. Строительство велось с октября 1941 по июль 1942 года. Ближе к осени сюда переезжает Гитлер. Всего он здесь был 3 раза, приезжал на несколько месяцев. Отсюда отдавались указы о наступлении на Кавказ и Сталинград. Отсюда подавались зловещие указы о наступлении на Курской дуге. Отсюда Гитлер планировал идти дальше вглубь Советского Союза. Собакин охранник. Строительство комплекса бункера Гитлера, ставки Гитлера, велось силами немецкой строительной организации ТОД и тысячами военнопленных украинцев, советских людей, военнопленных. Военнопленные строили в основном вспомогательные сооружения. До стройки основных элементов бункера фюрера их не допускали. И, к сожалению, после войны их судьба мало известна. Скорее всего, известно, что большинство из них было расстреляно и похоронено в братской могиле неподалеку отсюда. Кто уцелел, были пересланы в другие лагеря, и судьба их неизвестна. Территория состояла из двух частей. Основная часть – это где находился бункер Гитлера, Бормана и всех высокопосадовцев, як то кажуть у нас. И общая территория – это кухня, транспорт, подъездные дороги, там клуб у них был, бассейны, то есть все это самое, прачечная и тому подобное. То есть такие бытовые строения, это строилось силами военнопленных. Типичный блокпост на дороге. Будка охранника и колючая проволока. 2, 3, 4 ряда. Торчащая арматура говорит о том, что это не природные камни. Все это сделано искусственно.
То есть все это заливалось из бетона. Даже видна вот структура камней, да, то есть гравий и бетон вперемешку и прокладывалось для усиления арматурой. Что за яма? О, остались какие-то коммуникации, да, в виде труб. Труба, которая куда-то вела. Причем там есть еще, видно, канализационная труба отдельная. Ну, то есть тут под землей все это. До сих пор, я так понимаю, что остались все подводки и все коммуникации. Скорее всего, от снарядов или автоматные очереди, или что-то такое чуть бронебойнее. Вся территория музея сейчас представляет вот такие вот остатки отдельных бункеров, груду камней, груду вот этих бетонных блоков. Но я так думаю, что то есть здесь пытались копать и пытались зайти вглубь, там, к сожалению, все взорвано и абсолютно ничего нет. Все эти конструкции — это только видимая часть. Бункер и ставка уходили вниз на несколько этажей. Поэтому то, что сверху, мы видим то, что сверху. Пытались откопать, проникнуть в коммуникации, но, к сожалению, все было взорвано уходящими нацистами. И таких ходов, к сожалению, не было обнаружено открытых. Если верить плану историков, то вот на этом месте как раз и находился бункер Гитлера. Ну, конечно, он был под землей, я уже говорил, да. Вот. Туда не попасть, но вот эти остатки говорят о том, что здесь было капитально все взорвано. Фу. Тут никаких, конечно, там лазов нету. Так, чтобы вам показать все обожженное, все разваленное. Вот эти рельсы говорят о том, что здесь была крыша. То есть она что-то подпирала. Собак, уйди отсюда. Это была подпорка для крыши. Вот, то есть вы можете судить, вот здесь вот над этими рельсами высота где-то, ну, 3 метра, наверное, тут добрых бетона. И все это лежало на рельсах для укрепления. И сверху вот эти вершины этих камней, они такие просто идеально выточенные. То есть это было сделано как крыша бункера. Тут некоторые камни уже пытались расшатать, наверное, на сувениры. Друзья туристы. Конструкция была очень монолитная. Мы видим, да, сколько было задействовано бетона, металла, чтобы все это укрепить, чтобы никакой удар даже самой мощной бомбы в те времена, то не мог бы разрушить бункер Гитлера. Еще одна часть коммуникаций, тоже что-то, наверное, из канализации или подобное.
трубы видны. И, ну, мне что-то кажется, что там внизу вот это бетон уже более современный. Потому что лестничка как бы видна, ступенька, но она тут не в тему. В музее сделано таких несколько островков, чтобы показать внутренние коммуникации. Там, кстати, еще одна есть. А ну, что здесь? Здесь тоже трубы куда-то вели вниз. Ступенька и трубы, 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 трубы. И еще один островок. Да, труба, и куда-то шел спуск вниз. Скорее всего, что там оно засыпано уже было в советское время. Туда не лазили. Тихо здесь, очень тихо. Только листья. Все. Тоже так идешь, и вдруг труба. Куда труба вела, неизвестно. Может быть, для полива. А, стоп, а там что, мы были там? Да, это, похоже, тот самый бассейн. Вот такое самое практически знаковое место ставки Гитлера, которое... О, даже которая на всех фотографиях. Это называется бассейн Гитлера. Говорят, что даже он ни разу сюда и не заплывал в нем. Ни разу сюда не заходил. Глубина 1,2 метра. И идет так видно, что под наклоном. Ну, все, конечно, коммуникации все убраны. Есть немножко даже воды. Еще один какой-то пункт посреди поля, вернее уже на окраине. Так, бассейн тоже какой-то маленький, наливной, что-то там такое. Какой-то, скорее всего, технический колодец. Технический колодец неглубокий. Идем уже на выход. Да, конечно, мало что сохранилось. Отступая, немцы в конце 1943 года всю эту территорию все разбили, взорвали, похоронив возможные секреты, которые были на тот момент. Ну и даже увидев то, что осталось, это достаточно интересно. Если вам понравилась экскурсия, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще будет много-много интересного, не переключайтесь. Это еще непонятные головы. Я не могу угадать, кто это такие. Если вы знаете, кто это, пишите в комментариях. Будет такая загадка. Сейчас я их немножко лучше подсвечу. Сильное солнце. Пишите в комментариях.